Друзья, приветствую вас, вечерний обзор. Давайте рассмотрим текущую ситуацию на рынках, какие новости, какие события и что ожидать сейчас на вечерней сессии. Так, друзья, сегодня вышел позитивный индекс экономических настроений ЗЕВ по Германии. Так, ну и собственно говоря, это не преминуло отразиться на евро. Евро сегодня сходил, переписал недавний локальный хай. Но сейчас на текущий момент по евро развивается движение, цель которого тестирование 1,2136. Вот сюда, вот к этому значению. Ну и соответственно ничего страшного здесь не будет. Потому что если это движение не разовьется далее вниз и не будет пробоя 1,2110, то мы от текущих значений увидим набор позиций и после этого пойдет дальнейшее движение наверх. Вот в случае пробоя 21.10 здесь уже пойдет более глубокий откат, цель которого 20.60. Так, но сегодня наконец-то случилось страшное, ВИКС улетел выше 20, собственно говоря. Но вот это движение, которое было накануне, оно вполне как бы указывало на то, что разовьется такое движение и возможно даже более энергичное. В моменте было 23,5. На самом деле сейчас идет вопрос относительно того, как будет закрытие. Если закрытие выше 21, 21,5, то весьма вероятно, что завтра мы увидим следующую волну движения наверх, попытку взять 24 и уйти в район 30. Если такое происходит, то мы по рынкам увидим коррекционный откат и дальнейшее движение вниз. Так, но по NASDAQ мы видим, что движение попыткой пробить 13100, оно успехом не увенчалось. Несмотря на то, что открытие было с таким мощнейшим гэпом, сейчас уже все вот это движение практически выкупили. И поэтому в ближайшие дни, если не будет повторного движения и пробития 13100, то соответственно здесь весьма вероятно он будет консолидироваться. А дальше посмотрим, к чему это приведет. Так, друзья, ну из значимых событий сегодня был ежемесячный отчет ОПЕК. Число открытых вакансий на рынке труда США здесь вообще просто отличное. То есть вакансии открываются, несмотря на то, что определенная флуктуация идет по безработице. То есть здесь как бы получается, несмотря на то, что высокая волатильность, все-таки какой-то определенный тренд на рост, пусть даже с учетом каких-то прогибов, просадок, он все равно Соединенные Штаты не оставляет. Так, ну и вот сегодня краткосрочный прогноз ситуации на рынках энергоносителей от EIA. В целом, если рассматривать и отчет ОПЕК, и прогноз от EIA, я полагаю, что по нефти сохраняются позитивные ожидания на текущий момент, по крайней мере до конца 2021 года, если нас, конечно, EIA не обманывает. Но если рассматривать прогноз цен, которые предполагаются по нефти, то здесь вполне как бы очевидно, что ожидается, что в этом году произойдет все-таки восстановление, отбой, а вот следующий год он будет либо снижением, либо консолидацией с движением к нижней границе. Но тем не менее текущее значение оно вполне допускает, что может быть еще один заход или рывок цен на нефть. Если рассматривать среднесрочную перспективу, то действительно сокращение капзатрат добычу нефти оно может достаточно ощутимо поддержать цены на нефть в течение 2, 3, 4 лет. Но в дальнейшем, я думаю, зеленая энергетика будет брать свое. И, как ни крути, постепенно будут прикладывать все усилия к тому, чтобы сокращалось потребление нефти, сокращался спрос, ну и как следствие цена сокращалась. Здесь не надо думать, что вообще как бы нефть ее перестанут добывать и она вообще сойдет. Не сойдет она никогда, она все равно останется, потому что она будет как сырье для производства пластиков, смазок и так далее. То есть окончательной утраты добычи нефти не будет. Но в зависимости от того, насколько эффективно будет развитие зеленых технологий, а судя по капзатратам оно будет эффективным, то соответственно на протяжении 10 лет, скорее всего, мы увидим либо такие же цены на нефть, либо еще более низкие. Опять же, здесь нижний предел, нижняя грань – это себестоимость добычи, которая постепенно тоже подрастает вместе с инфляционными издержками, вместе с надуванием других пузырей, и она уже, я думаю, через несколько лет будет находиться где-то в районе
45-50 долларов за баррель. Ну, это как бы связано с тем, что конкурируют два процесса, потому что по сути идет с одной стороны, если во что-то вкладывают, инвестируют, идет его удешевление. С другой стороны, если вкладывать начинают меньше, то этот процесс тормозится. И никто не отменял инфляцию и накрутку капзатрат, которые будут расти в соответствии с тем, что растут цены просто на все. Так, друзья, ну переходя к тому, что происходит на графиках, нефть, бренд, дневной таймфрейм, сегодня была попытка пробить 67, попытка эта успехом не увенчалась. Но на текущий момент идет движение, цель этого движения тестирование 69,1. Немножко осталось ей дойти до верхней крышечки. Если 69,1 будет пробита, то следующая цель движения будет 69,95, точнее даже уже 70. И вот пробой 70, он придаст очень существенный импульс движения ценам на нефть. Сейчас это движение будет продолжаться. Соответственно, критерий остановки этого движения — это коррекционный откат с пробитием 68, 67,9. Если такого отката не будет, все вот эти самые движения вниз, они будут откупаться и будут нефть натягивать на 69,1, 69,2. Я думаю, достаточно высока вероятность того, что мы куда-то сюда либо сегодня, либо завтра с утра пойдем. Соответственно, если возникает пробой вот этого диапазона, то по нефти мы идем опять тестировать уже не 67.13, а 67. Пока, я думаю, вероятность такого процесса невелика, потому что здесь очень значительный импульс произошел, когда достигли 67.13. Сейчас отсюда должно наиболее вероятно развиться движение, цель которого 69,1. Так, друзья, далее золото. Оно сегодня немножко пощекотало нервы. Но уровень, который 1821, он все-таки устоял. Был его коротенький прокол. Этот прокол выкупили. И, соответственно, сразу, как только это значение было достигнуто, цель реализована, отсюда произошел отскок. И сейчас по золоту цель движения — это переписать вот этот локальный максимум 1846, ну либо от него отрикошетить. Вот. Я думаю, сегодня, конечно, вот этого движения не будет. Сегодня, либо сейчас вечером будет консолидация в диапазоне 1830-1837. Ну, может быть, еще пойдет импульс задерган на 1839-1841. Но я думаю, далее это движение сегодня не разовьется. Вот. Ну и если сейчас вечером у нас по золоту будет удержан уровень 1830, то завтра все основания для того, чтобы вот этот локальный максимум переписать. Так, друзья, далее серебро, 4-часовой таймфрейм. Но смотрите, по серебру интересная картина, потому что по серебру уровень 27-25, он выступает сильной поддержкой. Соответственно, этот уровень, он не пробивается, и начиная, как только 27-25 достигается, здесь его выкупают, хвосты подрезают и гонят наверх. Сейчас здесь идет импульс движения, цель которого 28 долларов за унцию. Соответственно, ну, это движение, оно осечется, если все-таки будет откат с пробитием 27,2-27 вот этого диапазона. Если такого отката не будет, то первая цель движения 28, потом 28,5. У серебра все карты в руки, у него очень позитивный момент, потому что текущая раскладка для металла очень благоприятна. Если звезды сложатся удачно, то в течение месяца мы по серебру вполне можем сходить на 35. Но пока это только допущение. Так, друзья, далее рубль-доллар, USD Tomorrow, дневной график. Здесь, как вы видите, сейчас на текущий момент рубль-доллар находится в консолидации. Нижняя граница 73,6, верхняя граница 74,4. Пока не будет уверенно пробит какой-либо из этих уровней, то, соответственно, он так в этом диапазоне будет ходить. Ну, периодически рисовать хвосты пипсы, как вот здесь мы это наблюдали. Вот, но здесь просто кого-то очень мощно высадили, поэтому такой вот хвостик у нас возник. Но на текущий момент вот этот диапазон для рубль-доллар остается устойчивым, пока нефть не пойдет выше 70-71,5 или не снимутся геополитические риски. Так, ну и то, что касается сегодняшнего вечера, здесь и сейчас. На текущий момент
идет тестирование диапазона 73.95, 73.8. Если этот диапазон сейчас вечером пробиваем, отсюда развивается движение, цель которого будет сходить на 73.55. Но я все-таки думаю, этот диапазон здесь сдержит рубль-доллар. И либо мы начнем торговаться вот у этого донышка, либо отсюда возникнет отбой и движение, цель которого будет 74.3, 74.25. На текущий момент начинает действовать постепенно дивидендный фактор. Дивидендные истории будут играть существенную роль в этом году. Несмотря на то, что прошлый год был непростой, тем не менее, я полагаю, российские акции покажут более высокий дивидендный доход по сравнению с западными аналогами. И, соответственно, это придаст дополнительный стимул для того, чтобы заходили на российский рынок, ну или, по крайней мере, его не распродавали. Так, друзья, ну и переходя на график РТС, это июньский фьючер, здесь у нас идет консолидация на хае 153 600, 155 500. Движение вниз развития не получило. Сейчас по часовому таймфрейму будет тестирование 155 тысяч. Соответственно, если здесь возникает уверенный пробой, отсюда у нас развивается импульс движения, цель которого 156 тысяч. Если здесь сейчас пробоя не будет, то мы идем к нижней границе на 153 400 и совершаем вот такое волшебное колебательное движение. Да, здесь произошли определенные изменения вот в этой части. Здесь нарисовалась формация, которая указывает на высокую вероятность движения на 156 и возможно и выше. Но если сейчас не будет пробития вот этого значения, а его скорее всего сегодня не будет, то мы наиболее вероятно отобьемся и пойдем консолидироваться сегодня 153 750, 155, 156 тысяч. Нет, 155 тысяч вот здесь. Соответственно, если позитив на сегодня сохранится, тогда завтра можно будет говорить о попытках тестирования 156 тысяч. Вот. Ну, посмотрим, сейчас очень быстро развиваются события, очень стремительно. Вот. И такое ощущение, что западные рынки, они постепенно, наполнившись деньгами, сначала в акции, потом в сырье, теперь ищет новые ниши и пытается нащупать крипторынок. Сначала биткоин, потом эфириум, ну параллельно еще доккоин. Вопрос, что будет завтра. Так, друзья, ну все, основные инструменты, хотя подождите, давайте посмотрим эфириум. Так, эфириум не хочет возвращаться в канал, к сожалению. К сожалению, не хочет он в этот канал возвращаться, чтобы его можно было подешевле купить. Он летит в космос. Вот. Ну и то, что касается текущего движения, это дневной таймфрейм. Давайте часовик поставим. Так, ну если рассматривать движение, которое будет в ближайшие несколько часов, то здесь весьма вероятно, что вот этот набор позиций, который произошел в районе 3850, он приведет к тому, что мы сегодня вечером или ночью сходим в район 4170-4200. Вот. Это наиболее вероятный сценарий, который на сегодня не получит развития, если сейчас будет коррекционный откат с пробитием 3950. Если таковой откат мы сейчас получаем, то мы идем тестировать сюда вот 3840. Ну, как вы видите, крипта сейчас не падает, она продолжает свой стремительный рост. Причем здесь движение в биткоине, оно пока выдохлось, оно перешло на эфир и альткоины. Здесь просто идет переток капитала, переток денег с классических рынков в крипторынки. Потому что в классических рынках не осталось идей, либо их осталось немного, и поэтому свеженапечатанные шелестящие купюры ищут, куда они могут зайти, чтобы заставить, как Пауэлл сказал, все вокруг пузыриться. Так, друзья, ну в общем-то все, это вечерний обзор, основные инструменты, о которых я хотел с вами поговорить, которые я хотел до вас донести. Успешных торгов, хорошего вечера и до завтра.